Сегодня я буду делать папье-маше вулкан. Для этого понадобится плоская картонка и еще картонка от туалетной бумаги. Я его тут прикрепила двусторонним скотчем. Еще подготовила много газетных шариков и вот таких вот газетных полосочек, чтобы делать неровности. Нет, так не работает. Чтобы скрепить нашу бумагу в папье-маше, нам надо сделать хороший клей. То есть в большую миску добавляем теплой воды и добавляем достаточно муки, чтобы оно загустело. Я еще вот добавляю. Потом, когда добавили всю нашу муку, то добавляем клей. Немного клея только. То есть вот у нас такой интересный клей получился. Хорошо мешается вот. И надо взять кусок и его обкрашивать этим клеем. И потом его ложить вокруг нашего тюбика туалетной бумаги, который будет являться кратером. И что получилась гора, у меня пока два вот таких вот. Вот мы сформировали наш достаточно липкий пока вулкан. И вот тут вот мы сделали неровности, сформированной лавой. Потом берем полоску из газеты. Потом ее так вот промакиваем. С одной стороны уже тяжелая какая-то. Ой, не промокнула. Вот. Нет. Ну вот, грязная достаточно. Теперь с другой стороны ее тоже промакиваем. Убираем лишнее, проводя пальцами. Лучше пальцами добавить то, что мы не покрасили. Потом надо нашими кусками газет обклеивать весь вулкан как-то, чтобы сгладить бугорки. Ну вот. Фу, мне руки какие грязные. Короче, мы тут сформировали наш вулкан. Хорошенько все обкутали. Теперь надо понять, что надо делать, чтобы оно хорошо покрасилось. Берем какой-то кусок бумаги, белый. Обкрашиваем его с одной стороны очень хорошенько, но только с одной стороны. Чтобы потом можно было его нормально красить. Теперь куда-то наклеиваем. Я вот решила наклеить сюда вот. Ну теперь надо делать для всего вулкана. И нам надо еще делать для нашего неровностей. Вот наш такой белый интересный вулкан. Мне чуть на бугорок похож. Ну, теперь его просто надо поставить на сушку до завтра. Ну хорошо, прошел один день, у нас уже вулкан полностью высох. Интересно вот так вот делать. Теперь он готов по краске. Вот, краски красные. Для этого понадобится в основном черный, в которого я уже влезла. И еще разные цвета коричневого. И теперь можно просто перемешать коричневый и черный. Не слишком равномерно. Этим цветом можно покрасить весь вулкан и еще неровности. Чуть-чуть белого только. То есть мы весь наш интересный уже вулкан покрасили черным. Теперь возле кратера надо красным наливать по чуть-чуть, чтобы был эффект лавы. Вот мы тут полили лаву интересную. И еще, чтобы сделать лагуну, надо тут покрасить лагуну сначала синими красками, потом взять tissue paper, положить на лагуну и его там чуть скомкивать, чтобы получилась рельефность такая интересная. С помощью ушных палочек и зеленых красок будем создавать траву. Вот так вот. Просто тыкать их.
Вот так вот. Такими островками можно. То есть на травке мы добавили чуть огненных цветочков. И еще мы будем, используя наполнителя для игрушек или вату, добавлять дым, как будто он идет. Ну, вот так вот. То есть у нас получился такой же замечательный вулкан. Очень интересный, я считаю. Теперь им можно любоваться. Ну, вот так вот он выглядит со всех сторон. Вот такой вот. Вот вода интересная просто. Пока!